Всем привет! Ну что, сегодня долгожданное видео про детский сад. Расскажем, как мы устраивали дочку, сколько это времени у нас заняло и, собственно, как мы пошли в детский сад, и покажу, как выглядит наш детский садик, в который мы сейчас ходим. Поехали! Значит, для тех, кто не знает или кто новенький, меня зовут Александр, я с семьей с двумя детьми школьного и дошкольного возраста, переехал в Швецию в конце 2021 года. И рассказываю на этом канале про наши успехи, нашу жизнь, наши неудачи. В общем, делюсь опытом. Кому интересно, подписывайтесь, смотрите мой инстаграм. Все подробности, они в ссылке будут или в ссылках, которые будут в описании к этому видео. Ну и поехали про садик. Значит, ждали садик мы примерно 3 месяца. И основанием для попадания в очередь на садик является наличие у всех членов семьи индивидуального номера, personal number, так называемый. Его мы ждали примерно месяц с момента подачи заявления на всю семью. После этого, когда я получил банк ID, это идентификатор во всех электронных системах, в том числе муниципальных, я зашел в свой личный кабинет на Стокгольм-СЕ в разделе «Дошкольное образование». В этом личном кабинете подал заявку и проранжировал, примерно как в России такая же система, то есть ты выбираешь топ садиков, в которые ты хочешь, чтобы твой ребенок пошел. Первое место в твоем рейтинге, второе место, третье, по-моему, там до 5 садиков можно включить. Чем садики отличаются друг от друга? Отличаются они процентом сотрудников с высшим образованием в сфере работы с детьми. То есть там обычно указано процентное соотношение, например, 50% всех сотрудников, работающих с детьми, имеют высшее образование в этой области. Вот. Чем выше этот процент, тем садик считается как бы лучше, потому что там больше занимаются с детьми, знают, как это делать, постоянно повышают квалификацию и такого рода штуки. Также садики отличаются своим типом, бывают садики отдельно стоящие, бывают садики в каком-нибудь, я не знаю, в бизнес-здании, как вот, например, у нас есть садик, там такой высокий дом, и на первом этаже находится культурхусет, то есть дом культуры, скажем так, и с другой стороны находится садик в этом же здании, то есть все как-то друг на дружке, и такие садики как-то мы не особо рассматривали и не особо рвались такие, мы все-таки хотели отдельно стоящие. Вот, значит, помониторив на этом же сайте, на этой же дошкольной платформе информацию о садиках, какие у них там уклоны, есть ли там преподаватели с высшим образованием и так далее, по этой системе, ну и дальность от дома, естественно, поближе всегда лучше, мы составили свой список, и там написано, что буквально там через 3 месяца мы с вами свяжемся по поводу дальнейших шагов. Итак, не прошло и 3 месяцев, прошло где-то 2 с небольшим, и нам уже прислали смс-ку, что зайдите-ка на платформу, мы хотим вас в очереди, предлагаем вам вот такой-то садик. Садик оказался самым последним, по-моему, в нашем списке из топ-5. Мы его посмотрели еще раз, освежили свое представление о нем, сходили до него ногами, посмотрели, что же там все-таки есть. Он оказался где-то примерно как школа у сына, минут 15 от дома пешком. Но мы все-таки хотели очень сильно в наш садик, но и в то же время мы очень хотели уже отдать ребенка в садик, потому что чем раньше начнешь, как говорится, тем больше свободного времени будет, собственно, у супруги, для того, чтобы она занималась дальше шведским, и, собственно, мы хотели побыстрее. Поэтому мы согласились на предложенный нам садик, он нам, в принципе нас устраивал, так как он тем более был в нашей выборке. К тому же мы понимали, что там в нашей выборке присутствовало 2 садика были частные, и в них очередь была уж очень огромная, то есть в этой платформе там видно какой ты, скажем так, по списку, вот, и там было что-то 60 человек, ну, или 70 даже, то есть это практически нереально в этот же год пойти в этот садик. Вот, поэтому мы, отдавая себе отчет, что мы, скорее всего, начнем с чего-то попроще, мы пошли. Вот, и этот садик, собственно, мы сегодня покажем. Итак, мы согласились на детский садик, в системе поставили свое добро, но при этом там есть возможность остаться в очереди. То есть ты ставишь специальную галочку, что я принимаю ваш садик, который вы мне предложили, но также я хочу остаться в очереди и все-таки дождаться того, который у меня там в топе повыше, например, на 1-й, 2-й позиции.
и ты продолжаешь оставаться в очереди, при этом ты уже можешь идти в садик, который тебе предложили. Нам назначили первый день в садике примерно спустя 2 недели после того, как нам его предложили. И нам прислали, администратор этого садика сразу же прислал спустя 2-3 дня письмо с информацией о садике, что важно в первый день принести с собой, как одевать ребенка, какие-то такие штуки, ну и прочие информационные брошюры про садик и про дошкольное образование в принципе. Значит, в первый день в садике обычно просят приходить с 2 родителями, то есть всей семьей, грубо говоря, отвезти ребенка в садик, чтобы он чувствовал себя, как они говорят, safe, то есть безопасно, чтобы он не чувствовал, что его отдали просто каким-то чужим людям, которых он не знает. И вообще у них здесь такое есть понятие, как испытательный такой период, когда один из родителей, в идеале, конечно, оба родителя, в течение недели или нескольких недель ходят вместе с ребенком и проводят с ним в саду время вместе. При этом ребенок привыкает к окружающей обстановке, также взаимодействует с другими ребятами, с воспитателями, но при этом он видит, что взрослый на месте, и он меньше из-за этого переживает, стрессует и так далее. Как мы с супругой уже обсуждали, нам кажется, что эта модель, конечно, вроде как звучит неплохо, но по факту это оттягивает период привыкания ребенка к садику и к мысли о том, что, слушай, дорогой, вот мы тебя привели, вот это твой воспитатель, это садик, куда ты будешь ходить, так же, как мы ходим на работу или на учебу, пожалуйста, давай вот теперь так. И вот эта мысль, она к нему приходит медленнее по такой вот системе. То есть ты ходишь постоянно с ребенком, ребенок не понимает, почему он должен тебя потом отпустить куда-то, если ты до этого ходил вместе с ним в этот же садик. И, в общем, это вызывало некоторые трудности. При этом представитель садика, который, по-моему, единственный разговаривал на английском языке в нашем садике, он настаивал на том, что обоим родителям он должен показать, где его ребенок будет проводить время. Поэтому я пропустил первый день в садике нашей дочки, потому что я был в командировке, о ней расскажу в отдельном видео. И, значит, он позвонил на сотовый и рассказал мне, как прошел первый день у дочки, что она делала, что ей понравилось, что ей не понравилось, на его взгляд. Рассказал мне о том, как они собираются дальнейшее с ней работать. И сказал, что как только я окажусь обратно в Стокгольме, чтобы мы созвонились, и я пришел для того, чтобы он мне еще раз показал, не только моей супруге, но и мне, как будет проводить ребенок день в саду, где он будет спать, где он будет есть, какие там есть игрушки и так далее и тому подобное. То есть очень такой прикольный подход. Итак, как я уже сказал, первые несколько дней у меня дочка ходила в садик вместе с мамой. Значит, первые 3 дня они ходили вместе, но потом мы поняли, что этот подход, он никак нам не способствует тому, чтобы она все-таки оставалась в саду на подольше, и поэтому мы решили форсировать ее интеграцию в садик, и по сути мы просто договорились с воспитателем и с представителем администрации, который разговаривал на английском, что давайте попробуем ее оставить. Собственно, так как дочь, она сама рвалась в этот садик, она очень хотела уже поиграть с ребятами, познакомиться и так далее. У нее вроде было огромное желание идти в садик, но при этом еще и опасение, что она не чувствовала себя там в безопасности. То есть у нее такие смешанные чувства были. Но мы решили попробовать, и, собственно, это нам сыграло на руку. В итоге там буквально первый день она поплакала, второй день она поплакала при расставании с мамой около калитки в садике, а на 3-й день она уже сказала: все, мам, пока. Пошла, обняла свою воспитательницу и с ребятами пошла играть дальше. То есть у нее примерно 3 дня ушло на то, чтобы осознать, что все, теперь я хожу в садик, вот с утра меня привели, я здесь остаюсь, потом мама придет, меня заберет. Ну, естественно, мы там привлекали всякие подручные средства в виде: мама тебе что-нибудь принесет вкусненькое, или мы потом сходим с тобой в какое-нибудь интересное место, или на площадку погулять и так далее и тому подобное. Ну и также мне супруга сказала, что она в видео в этом появляться не желает, но она оставила мне прекрасный список из того, что она хотела бы, чтобы мы вас донесли, что происходит с ребенком в садике. Так вот, там есть несколько опций, как ребенок проводит день в детском саду. Можно его отдать с 9 до 3 или с 8 до 4. По-разному, в зависимости от того, насколько ребенок готов. По оплате там примерно одно и то же.
Так же, как и в школе, вы заполняете специальную бумажку или делаете это все на дошкольной платформе, вы пишете свой уровень дохода в месяц на семью. Если он превышает какую-то сумму, вы платите максимальную стоимость школы и садика. Если он не превышает определенной суммы, тогда вам высчитывают, какая у вас будет сумма, и вы платите эту сумму. Платежку они присылают то один раз в месяц, то один раз в 2 месяца, сразу за 2 месяца. И это где-то в районе 150 евро за садик, ну и примерно столько же за школу вместе с продленкой. Вот, это примерно что по деньгам. При этом первое время мы оставляли ребенка только до 12, то есть до обеда, чтобы она без мамы, без родителей могла там попривыкнуть, а потом мы ее забирали уже домой. Ну а через несколько дней мы стали уже оставлять ее вплоть до 3 дня, то есть забирать ее после обеда, после сонного перекуса. При этом у нас ребенок ходит в садик уже несколько недель, и она ни разу не спала в садике. Она спокойно играет просто после обеда с воспитателями. У них там всякие занятия, игрушки, поделки, всякие кинетические пески, формочки, там бисер, какие-то браслеты они делают, что-то рисуют, какие-то аппликации. В общем, есть чем заняться. Они не настаивают на том, чтобы ребенок спал в детском саду в тихий час. Кто хочет спать, тот спит. При этом, когда я увидел, где дети спят, я немножко, конечно, был удивлен. Это никак не сравнить с теми условиями, которые мы привыкли видеть в наших детских садиках, где там отдельные кровати иногда бывают, иногда это какие-то такие шкафы, которые выдвигаются, и там все равно есть кровать с матрасом, с постельным бельем и прочие штуки. Здесь дети спят в одежде, такие матрасики, как, я не знаю, какие-то японские маты, на которых просто вот они ложатся, одеялками какими-то укрываются с подушечками и спят. То есть вот так это организовано, просто на полу. При этом в самом садике есть все необходимое, влажные салфетки, памперсы любых размеров, если это необходимо, и ты можешь как прийти, например, с утра пришел с ребенком, там он у тебя обкакался, еще что-то, ты сам можешь поменять, либо попросить это сделать воспитателя, который в течение дня будет за этим присматривать. То есть здесь все хорошо. Для маленьких детей есть горшки, ну и также есть маленькие унитазики с подставками, чтобы дети могли сами, собственно, ими пользоваться. С собой, из того, что нужно приносить с собой, это сменная одежда в группу, а также уличная одежда. То есть, например, если ребенок там сходит в туалет непредсказуемо в группе, чтобы его можно было переодеть во что-то чистое, ну и если он на улице хорошо погуляет, особенно если будет дождь, желательно иметь сменную одежду, так как на улице они все-таки стараются проводить времени побольше. Гуляют они в любую погоду, собственно, это в Швеции везде, и в школе, и в садике, и вообще в жизни нет плохой погоды, есть плохая одежда, поэтому здесь очень популярны такие комбинезоны, особенно фирмы Didrikson, которые там всякие непромокаемые, не скользящие, там, в общем, полный фарш в плане защиты от ветра, от дождя, от снега. Значит, с детьми также проходят занятия, там у них есть расписание, которое мне тоже вот представитель садика показывал, у них висит оно на, значит, группе. В понедельник у них математика, в среду у них, значит, поход в лес, изучение окружающей среды. И тут мне супруга написала из того, что мы вспомнили, но и также у них на каждый день какие-то другие мероприятия. Но прикольно, что у них около садика есть такой лес, и они туда ходят, что-то изучают, у них там ходят всякие животные, особенно когда с утра они идут в садик, они часто их встречают. Вот я вставлю сюда несколько видео, которые они сделали, когда начинали ходить в садик. Прикольно, когда ты идешь в садик, а у тебя там зайчики прыгают, белочки и косули ходят. Очень так воодушевляет, настраивает на позитивный день. Вон косуля ушла. Пойдем поближе. Ай.
Эй, привет, привет! Первый завтрак у детей проходит в группе по приходу в садик, потом у них идет второй завтрак на улице. Это фрукты обычно, груши, яблоки, апельсины, мандарины, арбузы. Обед и полдник также происходит на улице, кормят вкусно. На всякие праздники им дают вкусняшки и иногда даже мороженое. Вот у нас был такой день открытых дверей всех садиков, что ли, совсем недавно. Это вот, видимо, у них в конце учебного года это проходит мероприятие. У нас оно было и в школе, и в садике. Это когда вешают всякие шарики, украшения на садике и устраивают такой праздник с музыкой. Могут прийти дети вместе с родителями, если хотят. Все там жарят какие-нибудь хот-доги, раздают мороженое и все вот такое. В общем, прикольное мероприятие. Также дети в садике много очень гуляют, как я уже сказал, и танцуют, особенно когда хорошая погода. Бывает такое, что ты подходишь к садику, уже слышна какая-нибудь энергичная музыка, которую обычно дети любят, какая-нибудь танцевальная, популярная. Если кто-нибудь знает, сейчас очень популярное приложение для какой-то игровой консоли, наверное, PlayStation, точно не помню, называется Just Dance, и там всякие мелодии типа Among Us и прочее, и вот они все под них танцуют, все их знают, и поэтому в садике и в школе обычно их включают, и всем это очень нравится, тоже настраивает на такое позитивное настроение. Как я уже сказал, в группе они уже делают поделки, у них там много разных настольных игр для тех, кто уже постарше, также много всяких штук для рукоделий. В группе у них есть, кроме вот этого стола общего для игр, у них есть комната для сна, у них есть релакс-комната. Это, например, если ребенок там как-то сильно стрессует, его в эту комнату могут отправить вместе с воспитателем, чтобы он просто побыл один на один с воспитателем. Они там о чем-то спокойно поговорили, почитали какую-нибудь книгу. Книг тоже очень много, их читают детям. Также есть столовая, есть комната для творчества и вот такие разные штуки. Ну, про сон я сказал, что у нас дочка не остается, ей 2,5 года, уже почти 3, вот будет в августе. Поэтому ее в сон как бы не укладывают, она считается уже ребенком постарше, не совсем ясли. А те, кто в яслях, естественно, их укладывают спать. А кто постарше, им предлагают, либо вы хотите спать, либо не хотите, давайте играть. То есть это тоже, пожалуйста. Да, как я уже сказал, спят они на матах, подушечках, укрываются пледиками и включают колыбельные песенки, чтобы они спокойненько засыпали. Вот. А еще иногда, когда вот, как я уже говорил, у них какие-нибудь праздничные мероприятия или просто отличная погода, после, например, затяжных дождей или какой-то другой непогоды, их любят выводить в специальных жилеточках, им одевают жилетки такие кислотные, как у каких-нибудь дорожных рабочих, и они маленькой своей группкой с кучей воспитателей выходят в парк погулять, пожарить какие-нибудь хот-доги, сосиски, там какую-нибудь такую вкуснятину, вреднятину покушать. Вот. Это очень тоже достаточно прикольно смотрится, особенно когда вот мы живем, у нас вид из окна на парк, в тот парк, в который обычно приходят все садики в округе провести время, в том числе из нашего садика. И очень забавно видеть, как твой ребенок в таком жилете ходит, там такой серьезный, играет, что-то ищет. Очень, очень забавно. Очень. Ну что, на этом, наверное, видео про детский сад подошло к концу. Спасибо, что досмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем любви и удачи. Пока-пока.